Ковшар Евгений Григорьевич. Живу на Гаванной. Благодаря Богу выжили. Благодаря Богу. Мы спали месяц, перед нас вот так летало все. Летело с рыбоконсервного комбината. Дом сгорел. 8 человек было в маленькой землянке. И остались живы. Два снаряда, вот такие осколки. Как это выкинуло из дома. Дом кинули, спаслись, а только что Бог спас. Дом был стянут, не разорвало. Если бы убило, кирпичами завалило шлакоблоком. Дом с Массандра двухэтажный. Слава Богу, живые. А какие там части войска стояли? ДНР? ВСО. ВСО. Это что? Украинская армия. Там стояли на рыбокомбинате, били по городу, все уничтожали город. Они что, не знали, что вы там? Ну, как не знали, что гавань жила, была полная людей, да потом потекали, когда 2 таких обстрела сделали, что это страшно. Страшно было, это не просто было, очень страшно. Отец, а для чего что они стреляли, если они знали, что вы там? Я не знаю, потому что, вот как я с вами разговариваю, вы меня поняли? Они там жили 7 лет в гостинице на берегу, и в нас упрекали за язык. Но мы за украинский народ, я украинец, мне не надо. Я родился на Украине, здесь, на русском языке родился. Но меня не навязывали украинский язык, не надо. Я не против украинского народа и не против тех. Я против того Яроша, фашистов, всех, которые вот здесь они ходили. Они ненавидели нас. За то, что они приезжали, смотрели, мне навязывали все свои идеи. Мы жили, они ненавидели нас. Страшно было, это правда. Вот сейчас прохожу по улицам. Я здесь прожил 20 лет на этом краю, здесь в городе. А потом на море купил домик. Думал строить, все начал там строить, делать все. Они меня сруйновали все. Я ездил получать. Много лет, как говорится, всей своей семьей. Вот они лупанули мне. Оттуда летел, прилет был. Оттуда летели с рыбоконсервного комбината. Лупанули фронтон, только отошел, встал, помолился, что, думаю, не сгорело. Зашел сюда с невесткой, потому что в доме. 7 человек в доме было, вот в этой хибаре. Вот она. Заковались, а как лупанули, запылало все, не помню, не могу порыть. Вон он рыбоконсервный, вон откуда кинет. Вон это, вот это рыбоконсервный, а вот это Азовсталь, откуда и сейчас они оттуда. Сейчас прокатили авиация именно, и забили их, они заковались, а вот это, что было последнее. Вот отсюда летели, вот оттуда летели снаряды, все били по нам. Но здесь находились ДНРовские или российские военные? Не было здесь, здесь били нас 28-го, здесь били вам соседи сказать. Украинская армия была. Нет, может быть, они били по российским военным? А какие российские военные? Не было здесь. Здесь украинские мы жители были. Детская библиотека там была. И втянули свои эти самые... Пулеметы? Да, что-то такое. Так. И потом начали стрелять и по этому дому с той стороны. Начали стрелять. Когда в окно, люди стояли в окно, смотрели, проходили солдаты. Что, падлы, мы воюем, вы смотрите и по окну. Люди вот так вот. Ну вообще они стреляли. Это оттуда. какие солдаты? Ну, украинцы. Азов, Азов. Азов сидел, отстреливался. Вот. Дело в том, что я просто заходил с другом, он там жил. Подожгли вот здесь весь этот дом. Часть квартиры уцелела там чудом. Дошел до нашего последнего подъезда. Ну, туши я там в числе вот, затушили его. А потом 30 марта я выхожу во двор. Говорят, соседка говорит, а тут сказали, будет авианалет. Надо 15 минут и уходить. Ну, я пошел собирать документы. Чувствую запах дыма. Высовываюсь с балкона, а там пылает весь этаж. Они все 4 квартиры. У меня в подъезде, это я видел лично, подожгли. 4. В первом подъезде, в третьем, четвертом, все квартиры нижние подожгли. Я схватил рюкзак без шапки, погнал вниз, выхожу в подъезде. Дым сплошной. Вообще ничего не видно. Я замотался шарфом. В общем, как я добрался, не знаю. А там
Адище, эти 4 квартиры пылают. В общем, я вышел. Это Азов. А один из моего подъезда парень, это я точно знаю, пошел к ним и начал задавать, ну, он выпил, правда, хорошенечко, и пошел задавать вопрос, по-моему, к парку. Ну, он по-другому сформулировал, на зачем вы это самое, вы дошли дома, его застрелили. Как? А вот так застрелили человека. Просто застрелили. Это Азов, это хуже фашистов. Поджигали азовцы. Азовцы. Выгоняли нас рано утром. Сказали, что сейчас самолет будет через 15 минут лететь, бомбить будет. Уходите вперед к морю. Вот. Ну, как живой щит, чтобы вперед ехать. Мы побежали. Никакого самолета не было. И тут же начался поджог. Подожгли. Они с одного подъезда в другой. Потом мы были в Доме пионеров, вот туда ниже спустились. В Доме пионеров то же самое было. Через несколько дней, видимо, их начали уже тут подгонять. То же самое кричат, что горим, убегайте вперед. Вот. Мы с мужем пошли мыть руки в этот бассейн. И в этот момент летит зажигательная смесь. Ну, попали не в нас, а попали в бассейн. Тот же самый сценарий. Видели, как стреляли они, как отстреливались, все. Все это было на наших глазах. Они отовсюду стреляли. Они с 27-го дома вначале стреляли. Они пооткрывали квартиры оттуда сверху. И, видимо, и на чердаках стреляли. Были. Они что, у вас ключи попросили, что ли? И зачем? А какие ключи? Повзламывали, да и все. Сейчас какая нужна перемога? Какая победа нужна здесь? Мира хочу. Единственное, скажу, мира. Не знаю чего. Ну, что прекратили стрелять.